Всем привет! Зрители моего канала привыкли видеть город Харьков, его достопримечательности, архитектуру, улицы. Но сегодня тема будет немного о другом, хотя тоже касается города Харькова. Мы побываем в локомотивном депо Харьков Главное. Локомотивное депо Харьков Главное – старейшее депо Южной железной дороги. Основано летом 1869 года. В начале своего пути депо было паровозным. Впоследствии, с началом электрификации магистрали Москва-Крым, пролегавшей через город Харьков, и электрификации участка от Харькова до станции Лозовая, в депо поступили электросекции СР-3 и электровозы серии ВЛ. Ну давайте пройдемся по территории депо Харьков Главное, посмотрим на подвижной состав. И мы видим легендарный паровоз серии ЭУ-677-49. В 1975 году его пригнали в депо на вечную стоянку. Установка паровоза была приурочена к 30-летию Великой Победы. Именно этот паровоз под управлением машиниста Харьковского депо Ивана Бобрышева в 1943 году вывез из Сталинграда пленного немецкого фельдмаршала Паулюса. На территории предприятия сохранилось здание веерного депо, а также работает этот поворотный круг. Начиная с начала 1960-х годов, после передачи в 1960 году в созданное моторвагонное депо Харьков парка электросекций, депо стало электровозным. В то же самое время в депо из Чехословакии в то время стали поступать электровозы производства заводов народного предприятия «Шкода». Четырехколесные пассажирские электровозы серии ЧС-1 и ЧС-3, а несколько позже более мощные и более совершенные шестиосные электровозы серии ЧС-2, служащие верой и правдой до сих пор. В свое время депо было передовым не только по южной дороге, но и по сети СССР, что подтверждалось грамотами и почетными премиями за различные достижения. Ну, вы сами видите, как выглядит депо Харьков Главное в наши дни. Съемку я проводил в ноябре 2021 года. Хотелось мне очень попасть в цех по ремонту локомотивов, но меня туда, к сожалению, не пустили. Но вот если смотреть отсюда, то местами кажется, что время в депо просто застыло. Продолжая тему истории локомотивного депо Харьков Главное, стоит заметить, что в 1980-1990-х годах в депо поступили новые электровозы ЧС-7. С 1962 по сентябрь 2015 года депо имело название «Октябрь». Ну и прекрасный вид открывается на город Харьков с пешеходного моста над локомотивным депо Харьков Главное. Конечно, интенсивность движения поездов в последнее время прилично упала. Одними из важнейших направлений, которые обеспечивало тягой это депо, были участки Белгород-Харьков-Мелитополь-Симферополь, Харьков-Граково, стык с Переменкой, а также направления в сторону Донбасса, на Мариуполь через Донецк и на Иловайск, где был стык с Переменкой, подходившей со стороны Северо-Кавказской дороги. И мое сугубо личное мнение, что огромный Харьковский железнодорожный узел, который начал формироваться еще в XIX веке, стремительно деградирует.
А на здании, которое прямо перед вами, расположено панно, которое завешено с лета 2016 года плакатом со скоростным электропоездом «Шкода». Панно это было посвященное образованию в депо отряда Красной гвардии в 1917 году. Перед вами монумент в честь памяти погибшей в крушении локомотивной Харьковской бригады депо «Октябрь» 22 декабря 1990 года на станции Ельниково в России. В описании к видео я оставлю ссылку на информацию о данной железнодорожной катастрофе. И если вам будет интересно, пройдите по ссылке и ознакомьтесь. В наши дни Харьковское локомотивное депо «Харьков-Главный» обслуживает пассажирские перевозки на электротяге на следующих тяговых плечах: Харьков-Новоалексеевка, Харьков-Константиновка, Харьков-Днепр, Харьков-Бахмут, Харьков-Кривой Рог, Харьков-Запорожье, Харьков-Мелитополь. Но, как мы видим, много локомотивов просто простаивает на улице и ржавеют. Дорогие друзья, на канале Алекс Моторный, который вы сейчас смотрите, я показываю Харьков, область и иногда другие города такими, как они есть, без прикрас. Архитектура, улицы, парки, скверы, люди и мероприятия. Я буду очень признателен вам за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Ну и если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо вам, что смотрите. Всем здоровья, мира, добра и до новых встреч!